Друзья, с нами снова токсичный диалог в студии Александр Каргин, а значит мы на Вестнике Кавказа. И у нас в гостях политолог, американист Малик Дудаков. Приветствую, Малик. Да, приветствую. Смотри, давай мы вначале чуть-чуть о тебе, а потом уже перейдем что-то к политике и каким-то большим вопросам. Ну, окей. Как ты вообще стал американистом, экспертом? Вот тебя зовут на ТВ. Как все это случилось? Слушай, ну, так как-то органично произошло. Ну, в целом, как бы американская повестка, американская политика меня еще на самом деле даже с детства интересовала. Там много было причин, я не буду вдаваться в эти подробности. Ну и в университете этим плотно занимался. Ну, а потом, в один момент, это был 2016 год, я решил завести свой телеграм-канал. Тогда все-таки, сейчас как бы у всех есть телеграм-канал. В 2016 году эта среда только-только развивалась. У меня там был буквально, наверное, первый канал в Телеграме по именно американской повестке. Он выстрелил, начал набирать популярность, у меня начали брать комментарии, я начал как бы эти самые комментарии раздавать, ну и как бы вот так вот все понеслось. Ну, в один момент, в общем-то, заметили там продюсеры с нашего любимого телевидения. Начали звать на разные программы. Там первое время я как-то ходил не очень часто, ну а теперь как бы уже хожу почаще. Поэтому можно меня увидеть и на Первом канале, и на России, и на некоторых других информационных площадках. Сейчас это твоя основная работа? Это на самом деле до сих пор для меня остается скорее просто хобби. К вопросу о твоем телеграм-канале. Я его читаю, Так. он интересный, Так. насыщенный. Так. Я заметил, что ты очень часто предсказываешь, даже не то, что предсказываешь, а делаешь такой некий вектор, что в Америке все очень плохо и вот-вот все развалится. Управляемый хаос, хаос. Это ты постоянно об этом говоришь. Так. Смотри, я сам к Америке отношусь критично, но как бы сложно не заметить, что Америка до сих пор существует. Ну, Да, это правда. сложно это отрицать. Ну, правда. Какой твой прогноз развития Америки? И вот, скажем так, сколько в твоих оценках политики и насколько ты желаемо выдаешь за действительное? Ну, смотри, да, как бы сразу скажу то, что иногда я добавляю некоторые драматичности моим постам в Телеграм-канале, для того, чтобы они лучше расходились. Это не значит, что как бы я сам в это не верю, да, но как бы у многих, вот как у тебя, может показаться, то, что я даю прогноз о распаде Соединенных Штатов, гражданской войне и так далее. Ну, учитывая то, что, конечно, американская политика на текущий момент абсолютно безумная, там и расколы, поляризация, и сами американцы уже вполне открыто обсуждают, что нам делать с этим самым американским проектом, но я как бы не вижу для себя проблем тоже это все обсуждать и об этом говорить. Ну, другое дело, что, как бы, наверное, если мы будем давать такой уже серьезный прогноз о будущем Соединенных Штатов, я не ожидаю какого-то серьезного катаклизма, хотя такие вещи прогнозировать сложно всегда, и условно говоря, распад Советского Союза не так много людей смогли спрогнозировать, просто потому что он произошел, хотя, опять же, кризисные моменты накапливались в течение длительного периода времени, да, но никто не мог представить то, что вот он распадется, имеется в виду Советский Союз, именно так, как он распался. Поэтому прогнозировать такие события сложно, но, на мой взгляд, да, опять же, кризисные моменты внутри Соединенных Штатов усугубляются и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, везде. Но это не значит, что как бы Америка завтра закончится. Да, то есть мы знаем огромное количество империй в мире, чей полураспад длился десятилетиями, иногда столетиями, как Римская империя. Поэтому я не ожидаю того, что в перспективе условно 2-3 электоральных циклов Америка распадется. Скорее всего. Не будет гражданской войны, не будет какого-то катаклизма. Опять же, если не случится черного лебедя форс-мажора, который сейчас сложно прогнозировать. Но, на мой взгляд, действительно, во-первых, нам не стоит на это надеяться, потому что некоторые в России тоже уже так надеются на то, что у них случится гражданская война, все будет замечательно у нас, и можно как бы расслабиться. Конечно, я думаю, что такой подход контрпродуктивен. Но при этом нужно действительно здраво оценивать то, что происходит в США. А как бы сейчас все тренды там имеют негативный характер именно для будущего Соединенных Штатов. Не значит, что завтра все развалится. Но просто нужно быть готовыми к тому, что какой-нибудь черный лебедь или форс-мажор случится. Если говорить про выборы в Америке, твоя оценка, кто победит и каковы последствия будут этой победы, Трампа, Харриса? Да, смотри, как бы я не хочу, конечно, давать, опять же, прогноз за 4 месяца до выборов, что там случится в ноябре, потому что 4 месяца для Америки это целая эпоха политическая, и там еще столько событий произойдет. И может быть будет какое-то повторное покушение
на одного кандидата, на другого. В общем, я бы ничего не исключал. Прямо сейчас, в моменте, да, когда мы с тобой это обсуждаем, в августе 2024 года, ну, на мой взгляд, Дональд Трамп остается и сохраняет... Давай еще уточним в начале августа. В начале августа, ну просто я не знаю, когда это видео выйдет, да, ну в начале августа 2024 года на текущий момент Дональд Трамп, в общем-то, остается фаворитом этой президентской гонки. Там, в среднем, по опросам общественного мнения, он примерно на 2 процентных пункта обходит Камалу Харрис. Вот, как бы это очень большой отрыв для республиканского кандидата, потому что нужно понимать, да, что демократам для того, чтобы быть уверенными в своей победе, нужно обходить республиканцев хотя бы на 4-5 пунктов общенационально. Просто потому, что на них сейчас работает, имеется в виду на республиканцев, математика в коллегии выборщиков. Вот, как бы у Байдена, мы помним, в 2020 году был отрыв от Трампа 4 пункта, 51-47, что было вполне неплохо. Вот, но Байден еле-еле смог победить Трампа, если мы говорим вот про ключевые колеблющиеся штаты. Объясни вот про, я понимаю о чем-то, чтобы зрители понимали про коллегию выборщиков. Что ты имеешь в виду, когда говоришь математика вот этой коллегии? Ну, смотри, то есть нужно понимать то, что в Америке выборы проходят в каждом штате отдельно. Да, есть, условно, дюжина ключевых колеблющихся штатов, которые решают исход этой президентской гонки. Вот. Если мы говорим про общенациональное голосование, у демократов, как правило, тут сохраняется преимущество, учитывая, что такие крупные штаты, как Калифорния, традиционно дают явку за демократов, поэтому они нередко побеждают, практически всегда на самом деле, побеждают по общенациональному голосованию. Вот. Но выбирает не общенациональное голосование, а выбирает именно коллегия выборщиков. Как бы мы помним прецедент 2000 года, когда Буш-младший отстал от Альберта Гора общенационально, но победил по голосам выборщиков. То же самое было в 2016 году. Но я вполне допускаю, что похожая ситуация может произойти и в году 2024. Вот. И здесь действительно как бы у республиканцев имеется преимущество. И на текущий момент, опять же, на мой взгляд, я не могу называть Камалу Харрис человеком, который способен победить Трампа. Может быть, за 3 месяца она наберет темп, теоретически это возможно, и несколько хороших опросов для нее уже вышли. Вот. Может быть, ей поможет сильный кандидат, вице-президенты, некоторые фигуры сейчас обсуждаются, там Марк Келли, Джош Шапиро или еще несколько ребят. Вот. Посмотрим. Да? Но вот, когда мы с тобой это все обсуждаем в августе 2024 года, я не готов ее называть фаворитом этой гонки. Потому что общенационально она отстает от Трампа на 2 пункта, огромное количество у нее проблем, колоссальный антирейтинг. Поэтому если бы выборы прошли в ближайший вторник, а в Америке они во вторник проходят, Трамп бы почти наверняка победил. Но так как до выборов 4 месяца, еще многое может поменяться. К вопросу о вице-президентах. О вице-президенте, которого выбрал Трамп, и о том, кого выберет Харрис. Насколько, на твой взгляд, выбор Венса, такого Трампа на максималках, уместен для Трампа? Насколько это был правильный выбор, поскольку он как бы сужает, по сути, электоральную базу, а не расширяет? Да. Это с одной стороны. И с другой стороны, кого, скорее всего, выберет Харрис? Понятно, что такой самый, наверное, адекватный вариант из тех, кто есть, это вот как раз Келли и Шапиро. Но Келли туповат, а Шапиро произраильский, что хорошо, наверное, для электората Трампа, но очень плохо для электората Харрис. Да, то есть кого в итоге выберет? Смотри, да, если мы говорим про Джей Ди Венса, действительно, это был, наверное, не самый однозначный выбор. Да, то есть я, честно говоря, до последнего все-таки предполагал, что может быть какого-то более центристского кандидата. Кого ты думал, что он возьмет? Я думал, что там, например, Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, он даже смотрелся бы лучше с Трампом, но все поменяло, конечно, покушение на Трампа. Когда случилось то самое покушение, я думаю, что Трамп и его команда поняли, что им нужна определенная страховка от того, чтобы нового покушения не случилось. А как бы брать себе в команду напарником центристского республиканца, это на самом деле выписывает себе смертный приговор. Потому что Трампа убьют рано или поздно, к сожалению, да, вероятность этого Ты сейчас у нас в программе предсказываешь, что Трампа убьют, не он умрет, а его именно убьют. Нет, это не прогноз, это у меня не очень правильно сформулировал. Предположим, Трампа убьют, и тогда, действительно, вот такой республиканский центрист вроде Скотта или там Марко Рубио занимает позицию президента, и с ним будет гораздо проще договориться. Я к этому. Ты как бы смягчил, но не в полной мере. К тому, что действительно вероятность повторного покушения имеется. Как бы, там никто этого не исключает. Это правда. Тем более, что уровень политического насилия, как мы видим, в Америке растет от одного цикла к другому. Поэтому выбрали Джей Ди Венса. Действительно, Трампа на максималках, причем еще и молодого, и таким образом как бы пропадает, на самом деле, мотивация убивать Трампа. Просто его место в таком случае займет, там даже больше трампист, да еще и молодой. Я напомню, что Джей Ди Венс всего 39 лет, он самый молодой, если мы там не берем Никсона или там некоторых вице-президентов еще из 19 века. А почему тогда не Рамасвами какого-нибудь? Он еще и индус, то есть еще и можно всякие меньшинства задействовать. Вивек Рамасвами, на мой взгляд, в общем-то, не показал себя, то есть у него нет никакой официальной позиции
позиции. Да, он просто личность популярная, да, отчасти. А Джей Ди Венс, он все-таки сенатор от Огайо. Это важный штат на выборах, хоть у него там за последнее время штат покраснел, то есть стал более республиканским. Вот, но все-таки действительно Джей Ди Венс знает регион Среднего Запада и знает, как там вести агитацию. А это Миннесота, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин. В общем, все штаты, которые очень важны и для республиканцев, и для демократов. Поэтому определенная польза от этого есть. Но действительно есть определенный минус, связанный с тем, что Джей Ди Венс, действительно, как ты правильно сказал, наверное, не тот, кто понравится неопределившимся умеренным избирателям в полной мере. Вот. Ну и плюс, конечно, да, последние несколько недель вот эти вот там выступления Джей Ди Венса смутили некоторых республиканцев. Да, ему показалось им то, что, ну, например, там его нападки на там, бездетных женщин, да, ну, понятно, да, с намеком на Камалу Харрис, у которой, как известно, детей нету, вот, могут, ну, часть, например, женского электората оттолкнуть от республиканцев. Поэтому определенные проблемы есть. Ну, видимо, придется политтехнологам работать с Джей Ди Венсом так, чтобы вот он все-таки такие ошибки не совершал. Ну а что касается там второй части твоего вопроса, да, вот, кого Харрис возьмет? По поводу Харрис, ну, опять же, не хочу гадать, да, мы с тобой не находимся вот в рамках этих закулисных внутрипартийных обсуждений. Ну да, два основных кандидата — это Марк Келли, сенатор от Аризоны, бывший астронавт, да, и человек, которого, наверное, да, демократы, может быть, хотели бы как раз выставить против Джей Ди Венса, потому что Венс, как известно, он педалирует свою историю того, как он служил морпехом, вот, ну а демократы покажут то, что вот, видите, у нас еще астронавт есть, как бы даже покруче в какой-то степени. Но действительно, он, наверное, там не очень большой интеллектуал, вот, поэтому я не уверен, что он сможет затащить дебаты с Джей Ди Венсом, а дебаты вице-президентов в Америке тоже происходят. Вот. Ну и плюс как бы вот последние недавние скандалы, связанные со связями Марка Келли с Китаем, с тем, что он создавал компанию по вот этим вот сборке стратостатов, которые потом летали в небе над Америкой. В общем, тоже как бы его не особенно красит. Что касается Джоша Шапира, да, вот действительно, наверное, кандидат, который вот идеально подходит по всем параметрам для демократов. Кандидат от народа. Кандидат от народа, да. Для демократов образца 2010 года. Да, вот такой действительно радикальный центрист. Да, нравится вот этому умеренному электорату. Там, не раздувает культурные войны. Там, произраильских взглядов, что когда-то еще для демократов было там, абсолютно мейнстримом, сейчас постепенно уходит в прошлое. Ну, это как бы по всем пунктам подходит. Еще и губернатор одного из ключевых штатов на выборах. Но, на мой взгляд, все-таки сейчас, конечно, демократы, они уже сдвинулись довольно сильно влево, и поэтому такой кандидат их в полной мере не устроит. То есть некоторые прогрессивные группы уже недовольны возможным избранием Шапира. Плюс, я думаю, что, конечно, вот эта пропалестинская улица, которая должна, по идее, голосовать за демократов, она будет митинговать против Шапира. В общем, много с этим проблем. Но, опять же, я все-таки не исключаю того, что Шапира в итоге выберут. Потому что, как мы знаем, будет большой митинг у Камалы Харрис на следующей неделе в Пенсильвании. Там она собирается показать своего вице-президента. Вот, так как это Пенсильвания, я допускаю, что это может быть Шапира. Вот, ну и они могут попытаться как-то, знаешь, эту замечательную американскую игру сыграть «Добрый злой полицейский». То есть сейчас Харрис старается занять такую, ну, не то чтобы прямо антиизраильскую позицию, но чаще она критикует Нетаньяху. А вот господин Шапира, он может как раз такую более произраильскую. То есть они будут друг друга оттенять. Не уверен, что получится, но теоретически возможно. Ну и пара других кандидатов имеется. Да? Есть губернатор Кентаки Энди Бешир, есть Рой Купер из Северной Каролины, правда, уже вышел из гонки. Там есть губернатор Миннесоты, который сейчас тоже там прыгает и выпрыгивает из своих штанов, пытаясь себя показать таким значимым. То есть как бы теоретически такая темная лошадка тоже может появиться. Но два основных, как ты правильно сказал, Марк Келли и Шапира. Вот кого-то из них вполне вероятно и выберут вице-президент. Ну, закрывая непосредственно американскую тематику, твое отношение к, вот, скажем так, набирающему во всех смыслах слова обороты Илону Маску. Во-первых, говорили, что его могут взять вице-президентом, не взяли. Окей. Но он все-таки не родился в Соединенных Штатах. Ну, он не родился, да, там есть законодательно с этим проблемы. Но тем не менее, то есть насколько вариант, что он пойдет в политику и добьется в этой политике чего-то значительного, вообще изменит политический ландшафт нынешней Америки, насколько вариант такой вероятен? Ну смотри, да, то есть, конечно, одна из главных проблем Илона Маска связана с тем, что он родился в Южной Африке, как известно, да, и родители у него не американцы, поэтому он не может натурализоваться таким образом, и поэтому там дорога к президентству для него уже однозначно закрыта.
Конечно, он может куда-то на другую позицию избраться, там, сенатором, конгрессменом, губернатором, но я, честно говоря, я не уверен, что как бы Илону Маску это интересно. Ну, то есть человек один из самых богатых людей в мире, да, там, состоянием под 100 миллиардов долларов, если не больше. Там, у него огромное количество успешных бизнесов, которыми он занимается 24/7. Да, у него есть огромная аудитория сторонников в соцсетях, и видно, как ему действительно интересно. И собственная соцсеть, собственно Да, говоря. теперь уже собственная соцсеть, да, Twitter, X, запрещенная в России. Вот. Ну, как бы смысл в том, что он может и так влиять на общественное мнение, да, зачем ему становиться каким-нибудь сенатором? Ну, смысла нет. Вот, и я думаю, что он никогда этим не станет. А вот влиять на повестку действительно ему интересно. Этим, я думаю, что он будет дальше заниматься. То есть мы видим, да, что там в эпоху Обамы он был скорее демократ по взглядам. Ну, тогда это, в принципе, и было модно среди вот той тусовки, в которой он находился. Сейчас он скорее республиканец, там поддерживал Рона де Сантиса, того же Рамасвами, про которого ты говорил, поддерживает Трампа сейчас, там, заливает ему довольно приличные деньги в его суперпаке. Вот. Ну, и я думаю, что в дальнейшем будет пытаться как-то с республиканцами выстраивать отношения. Потому что с демократами не сложилось, несколько уголовных дел заведено, ну, там, не только уголовных, но и гражданских в отношении его кампании, да. Ну, и в целом, я не уверен, что, конечно, ему близка повестка Джо Байдена и того, что делает администрация, учитывая его резкую критику всего, что происходит сейчас в Америке. Вот, поэтому, ну, вот мы будем дальше делать ставку на республиканцев. Пока как минимум не построят там свои корабли и не отправятся заселять Марс, как он планирует в будущем делать. Перейдем к более близким нам вопросам, но, скажем так, не полностью отрываясь все равно от Америки. Мы живем в России. Насколько результаты выборов в Америке отразятся на нас, и что нам здесь в России выгоднее? То есть, точнее, кто нам выгоднее? Трамп или Харрис? Ну, это вопрос неоднозначный, честно говоря. Да, то есть, все-таки, безусловно, от американских выборов что-то да зависит. Потому что все-таки это одна из сверхдержав, тем более, которая находится на текущий момент в состоянии, ну, де-факто гибридной войны с Россией, поэтому, конечно, выборы там имеют значение. Да, конечно, определенную роль играет и условный дипстейт, глубинное государство, но и там мнение неоднородное, да, и мы видим, там есть позиция республиканцев, которые считают то, что нужно подморозить конфликт с Россией, сосредоточиться на Китае, то есть позиция демократов о том, что нужно все фронты держать, нигде не сдавать, ну, поэтому как бы различия есть. Вот, плюс даже у демократов, да, есть там произраильская, пропалестинская история, как бы, ну и в отношении Украины пока что таких серьезных противоречий мы не наблюдаем, но я думаю, что они образуются. Если там, придет к власти, условно говоря, команда Камалы Харрис, там будет больше таких молодых прогрессивных левых. Если, конечно, она, соответственно, победит на выборах. Вот. Кто нам лучше, кто нам хуже, честно говоря, и там есть свои плюсы и минусы. Да, как бы, ну, Трамп, я думаю, что многим в России нравится просто потому, что он представляет вот ту самую старую Америку, которую там многие любили еще с советских времен, да, и которая постепенно уходит в прошлое, плюс человек консервативных взглядов, вот без всей вот этой вот новой прогрессивной повестки, которая никому, понятно, за пределами Соединенных Штатов особо не нравится, ну, там, не брать несколько еще других вестернизированных стран. Ну, вот, но, конечно, да, то есть с Трампом, если и будут какие-то переговоры, они будут идти очень сложно, ну, вот, и я не уверен, что удастся договориться. Там, по той же Украине, может быть, да, какая-то заморозка конфликта и случится при Трампе, вот, но у него будут, конечно, очень жесткие переговоры по всем другим направлениям. Это европейская безопасность, и Китай и так далее. Я не уверен, что нам удастся найти общий язык. Плюс он попытается разрешить некоторые кризисы внутри Соединенных Штатов, которые, ну, на текущий момент Америку дестабилизируют, вроде миграционного кризиса, что может быть, ну, действительно, наверное, там, для стран оппонентов США не самый лучший сценарий. Что касается Харрис, на мой взгляд, да, она неопытный политик, очень быстро наломает дров. Да, каких-то особых переговоров я с ее стороны не ожидаю, я думаю, что их не будет, вот, но при этом все кризисы внутри Америки будут усугубляться. Поэтому здесь, как бы, знаешь, и там есть свои плюсы, есть свои минусы. Я не берусь как бы однозначно судить, кто нам лучше, кто нам хуже. Я думаю, что много будет факторов играть роль. Ну и если мы говорим, опять же, про конкретно конфликт на Украине, все будет решаться на поле боя. Там уверенная победа России, я думаю, что, в общем-то, закроет историю там с вот той лестницы эскалации, которую нам сейчас Запад навязывает, именно вот в рамках украинского конфликта. Понятно, что там, безусловно, они будут и дальше накачивать вооружениями Польшу, Прибалтику, создавать для нас проблемы в Арктике, в Закавказье, что как раз тематика, собственно, нашего YouTube-канала, где мы сейчас записываем интервью, в Центральной Азии и так далее. То есть, как бы, проблемы будут создавать и дальше. Там не будет какого-то вот этого новой разрядки в отношениях. Да? Холодная война, скорее всего, продолжится и дальше. Вот. Но что касается Украины, я думаю, здесь, конечно, вот, в общем-то, уверенная победа России на этом поставит точку. Если говорить о Закавказье, победа Трампа как повлияет на Азербайджан и армянский конфликт, будет ли договор?
между двумя странами. И опять же, ну, вот, как бы Трамп об этом не особо говорит, но как ты думаешь, кто ему ближе, Азербайджан или Армения? Ну, с Трампом, как мы знаем, с тобой очень плотно работает турецкое лобби, поэтому Азербайджан однозначно ему будет ближе. Ну, может быть, не самому Трампу, а там советникам Трампа, которые вокруг него находятся, да. Мы помним, как раз уже под занавес президентства Трампа разразился предыдущий армяно-азербайджанский конфликт, и там, в общем-то, госсекретарь Трампа Майк Помпео постоянно гонял, да, и в Анкару, и в Баку, и в Ереван, пытался обо всем договориться. Вот, но по факту, конечно, не удалось, да, но это были там последние месяцы уже президентства Трампа. Ну, я думаю, что как бы у того же турецкого лобби есть выходы и на Роберта О'Брайена, это один из ключевых советников Трампа по внешней политике, и на там нескольких других ребят, с которыми Трамп часто общается, поэтому, конечно, работать им будет проще. Но это армянское лобби, оно традиционно заточено на демократов по самым разным причинам, но как бы так оно и есть. Но как и греческое, кстати говоря. Поэтому вот эти направления будут подвисать. Хотя, безусловно, как бы там лоббисты продолжат работать в Конгрессе, в Сенате, то есть там демократы никуда не денутся, останутся, даже если у них не будет большинства, да, поэтому будут пытаться влиять на принятие решений. Вот, что касается как бы договоренности, я не уверен, что для Трампа это будет основной приоритет в первое время, да, потому что во внешней политике, как мы видим, да, он будет пытаться сделать упор на Ближний Восток и Восточную Европу, Украину. Ну и отчасти понятная конфронтация с Китаем. Вот, но я вполне допускаю, что в один момент как бы руки дойдут и до Закавказья. Вот, ну, как бы здесь, очевидно, со стороны команды Трампа мы будем наблюдать попытки, там, с одной стороны, работать с турецким лобби, с другой стороны, создавать те или иные проблемы России. То есть как бы не стоит, да, ждать каких-то чудес. Я думаю, что там общая политика на там, сдерживание России, как они это называют, да, она будет продолжаться у новой администрации. А если в целом говорить о влиянии Запада на политику вот в этом Закавказском регионе и, скажем так, насколько Запад влияет на как раз противостояние Азербайджана и Армении? Есть это влияние, насколько оно сильно, будет ли оно и дальше усиливаться, либо наоборот пойдет на спад? Ну, ты знаешь, это как бы вот тот самый вопрос, да, что было первым, курица или яйцо, да, и там собака виляет хвостом, хвост виляет собакой. То есть мы, конечно, привыкли считать, да, что вот такие правительства вроде, там, не знаю, Зеленского в Киеве, да, или в Армении, вот, они полностью не субъектны и подчиняются Западу. Ну, на мой взгляд, конечно, определенная субъектность у них все равно имеется, да, и там пытаются через свои лоббистские структуры что-то от Запада получать, но и мы видим, да, что как бы вот там в Армении сейчас и пытается с Францией о чем-то договариваться, и в целом с Евросоюзом пытаются договариваться, с Индией о поставках ракет и так далее. Поэтому, конечно, у Запада есть влияние, действительно Запад пытается там создавать проблемы вот этому коридору север-юг, который Россия строит, да, для торговли через Азербайджан с Ираном и дальше Ближний Восток, монархии залива и Индия. Вот. Но при этом, безусловно, я думаю, что есть как бы и местные группировки, которые пытаются на этом играть. То есть Пашинян не в чистом виде марионетка? Ну, я думаю, что да. Да, понятно, что он действительно там прозападный политик и так далее и тому подобное, но я думаю, что действительно, как и многим политикам, ему интересно вот, как бы, удержаться у власти. Вот, ну и пользуется своими контактами с Западом, Запад заходит, ну и какие-то тоже свои интересы продвигает. Ну то же самое на Украине. То есть мы видим там определенные противоречия между Зеленским и американцами, которые там, чем дольше конфликт продолжается, тем в большей степени они проявляются. Да, поэтому полностью, конечно, их марионетками считать я бы не стал. Вот. Они зависимы от Запада, но они этой зависимостью тоже пользуются и пытаются на Запад давить, чтобы себе какие-то гешефты получать. Там тот же Зеленский, очевидно, сейчас шантажирует американцев тем, что вот если вы не дадите мне все, мы проиграем, так это будет ваше поражение, не только мое. Если говорить о твоей личной оценке, о твоем личном взгляде, я так по-простому спрошу, в армяно-азербайджанской вот этой тематике, кто тебе ближе и как ты думаешь, в чем причина вообще вот этого уже очень долгого конфликта? Я не про исторические даже аспекты, хотя понятно, что без них тут сложно, но вот как бы в чем суть этого конфликта? Ну и твоя личная позиция. Ну, мне лично ближе интересы Российской Федерации, вот, потому что я это там... понятно, это очевидно, да. Поэтому как бы у меня нету там какого-то стейка ни с одной стороны, ни с другой стороны. Вот никогда я как бы ни в историю этого не вовлекался и, в общем, там лично никак с этим не связан.
Поэтому я занимаю нейтральную позицию и там выступаю только с точки зрения интересов России. С точки зрения интересов России, что выгоднее Ну, на России? текущий момент, конечно, выгодно там то или иное разрешение этого конфликта таким образом, чтобы можно было вот коридор север-юг все-таки достроить и торговать в обход санкций, да, со странами Ближнего Востока и с Индией. Как бы, каким образом это случится, да, ну, наверное, пока что никто не знает. Да, будет ли там полная победа Азербайджана, частичная победа Азербайджана, некий нейтральный статус, вот, или что-либо еще, ну, пока предсказывать сложно. Там действительно многое будет зависеть, да, там и от мнения Турции, мнения Баку, мнения Еревана, в общем, всех сторон, которые как бы вот в этом конфликте завязли сейчас. Вот, ну и, конечно, от Запада, вот, от того, насколько там то или иное лобби сработает. Получается, России выгодно усиление Азербайджана. А России выгодно, что Вот в этой конкретной истории. России выгодно, на мой взгляд, опять же, как бы я свою личную точку зрения излагаю, на мой взгляд, России выгодна просто стабильность в этом регионе. В том или ином виде. Там, если бы это была стабильность, условно, статуса КВО до 2020 года, я думаю, что Россию это полностью устраивало. Но как бы этого уже не будет. Да, ну, я вполне допускаю, что действительно там Ереван доведет ситуацию до того, что как бы случится действительно там очень серьезное военное поражение Армении. Вот, но как бы это будут проблемы Армении, к сожалению, для Армении. Ну, в принципе, да, тут с тобой сложно не согласиться, и я полностью разделяю подход, что мы должны прежде всего ориентироваться на интересы России. При этом, ну, как мне кажется, вот если говорить о стабильности в регионе, да, то как раз Азербайджан эту стабильность может обеспечить. Да, да, я вполне допускаю, что действительно на текущий момент, да, Азербайджан выступает все-таки с более, ну, такой суверенистской позиции, чем Армения. Поэтому действительно там не в его интересах это все доводить до там, полной эскалации, вот, но нельзя исключать того, что как бы эскалация в итоге случится. У нас с тобой следующий блок, Да. это Ближний Восток. Как ты оцениваешь последние произошедшие там события? Я думаю, что когда это интервью выйдет в эфир, эти события еще все-таки не забудутся. Так. Да, то есть ликвидированы ключевые фигуры в Хамасе, в Хизбалле. Несомненно, что во все это вовлечены Соединенные Штаты Америки. И, как уже многие говорят, есть серьезный провал спецслужб Ирана. Вот. А Иран, он связан непосредственно, опять же, с Закавказским регионом, и мы периодически наблюдаем обострение отношений между Ираном и Азербайджаном. Как ты все это оцениваешь и каковы перспективы? Слушай, ну сейчас, я думаю, с учетом смены власти в Иране и приходом к власти Пезешкиана, я думаю, что отношения могут даже нормализоваться с Азербайджаном, как минимум временно. Ну, вот. Но понятно, что как бы там в Армении и как и в Грузии иранцы продолжат работать. А что касается вот этой эскалации на Ближнем Востоке, ну смотри, там безусловно, конечно, там без американцев, я думаю, что на Ближнем Востоке ничего в полной мере не происходит. Вот. Но то, что мы видим сейчас, на мой взгляд, все-таки скорее инициатива именно Израиля и кабинета Нетаньяху, ну, там, оставшегося военного кабинета, да, который вокруг него еще имеется и ему лоялен, вот, нежели история, связанная там, с желанием американцев устроить эскалацию. Потому что на текущий момент, как мы видим, да, в общем-то, администрация Байдена уже длительный период времени пытается устроить те самые переговоры. Переговоры об освобождении пленных в секторе Газа, включая 8 пленных американцев. Переговоры о перемирии к выборам в Соединенных Штатах, что как бы позволило бы вот, тот самый раскол в стране демократов, в общем-то, нивелировать, ну и так далее. Вот, но как бы всякий раз что-то не выходит. Конечно, можно говорить о том, что как бы американцы сами стараются как бы в полсилы, да, и допускаю, что так оно и есть. Но и мы видим сильно там серьезное давление со стороны израильского лобби, да, которое намерено, в общем-то, вести войну до победного конца. Ну и плюс, как бы, конечно, и личные интересы господина Нетаньяху, который, очевидно, там тоже имеет определенную заинтересованность в том, чтобы все происходило так, как оно происходит. К чему это все приведет? Пока сложно прогнозировать, да, потому что мы видим, что сейчас все-таки Белый дом пытается еще оказывать давление на Иран, для того, чтобы там не было какого-то очень жесткого ответа в связи с убийством, да, или там, одного из лидеров Хамаса и Хизбаллы. Возможно, как-то символически Иран ответит. Возможно, это будет там, сильно серьезный ответ в духе там, апрельской ракетной атаки, там, очень много, да, больше 1000 ракет и дронов они выпустили, может быть, как-то еще. Но действительно, конечно, это сейчас ставит вопрос о том, удастся ли о чем-то, в принципе, договориться. Я у себя в телеграм-канале опубликовал мою точку зрения о том, что я вполне допускаю, да, что как бы сейчас
Нетаньяху и израильские лоббисты играют на противоречиях между республиканцами и демократами в Соединенных Штатах. Потому что у Нетаньяху недавно был уже визит в Америку и переговоры одновременно и с Байденом, и с Харрис, и потом уже визит в Мар-а-Лаго и переговоры с Трампом. Вот. Ну, как бы с Байденом и с Харрис ни о чем договориться не удалось. Но я допускаю, что действительно как бы вот Нетаньяху сейчас как-то искусственно притормаживает историю с переговорами, вот, для того, чтобы, может быть, как бы это все уже передать в наследство следующему президенту, если побеждает Трамп. То есть Нетаньяху подыгрывает Трампу, помогает ему сейчас. Может быть. То есть, опять же, как бы нам сложно судить вот по каким-то внешним событиям, да, потому что мы не погружены в их внутренние переговоры. Вот, поэтому я допускаю, что, может быть, там пройдет 3 недели, все про это забудут, и будет уже там сделка заключена. Да, и тогда, конечно, там, моя теория сразу рассыпается. Вот, но прямо сейчас, с учетом этой эскалации, действительно, у меня как бы такое вот впечатление складывается, что действительно Нетаньяху делает ставку сейчас на Трампа. Вот, не хочет того, чтобы демократы смогли там попозировать с освобожденными пленными американцами до выборов. Вот, и потом, если выборы проходят, Трамп побеждает, ну там, в принципе, кто угодно побеждает, там уже, потому что для него будет неважно, что выборы прошли. Вот, можно быть ускоренными темпами как бы вот вести историю к переговорам. Ну а прямо сейчас, в общем-то, как мы видим, да, они используют стратегию вот этой эскалации для деэскалации. То есть пытаются как бы там определенный недостаток военных побед на поле боя в том же секторе Газа компенсировать тем, чтобы вот уничтожать руководство тех или иных структур, чтобы можно было как бы это и там собственному электорату продать как большую победу, да, ну и возможно действительно убедить там антиизраильские силы в регионе о том, что пора договариваться. А какой ответ может дать Иран? Ну вот максимально, что мы видели, это то, что было в апреле. Это был такой, что-то такое грандиозное, но на деле пшик. То есть никакого реального ущерба Израилю не было, зато хорошая пиар-компания. Если это максимум от того, что может Иран, то в принципе Израилю не о чем беспокоиться. Ну, мы не знаем, что там происходит с ядерной программой Ирана, поэтому я вполне допускаю, что, может быть, у них большие успехи есть, как бы, и поэтому, ну, вряд ли, конечно, он ударит ядерным оружием, но просто, как бы, такая угроза имеется, как и у Израиля, да, который официально не признает, но, тем не менее, имеет определенное количество боеголовок. Ну, а что касается вот этой атаки, все-таки с тобой здесь не до конца согласен. Понятно, что там серьезного ущерба она не нанесла, но при этом она была очень дорогостоящей в плане ответа со стороны систем ПВО. Да, там, по-моему, на $1,5 миллиарда они выпустили ракет. Вот, если, например, было бы таких несколько волн, да, ну, я не уверен, что как бы ПВО бы справилось. То есть оно могло быть истощено, вот, и там были бы серьезные попадания и по гражданскому сектору, и большие потери, и жертвы, и так далее. При том, что я напомню, там и американцы, и британцы же помогали тогда Израилю ответить. Вот, а тут как и бы, иорданцы. И иорданцы еще, да, ну иорданцы как бы очевидно. Вот, ну и я не уверен, что как бы вот все они сейчас будут точно так же вписываться. И хватит ли сил и возможностей там у той же Британии или у Соединенных Штатов. Поэтому, ну, тут много таких моментов непонятных и пока что неизвестных. Вот, вроде как, да, в течение 72 часов будет какая-то атака, будет ли она символическая или серьезная, ну, мы не знаем. Тут как бы все решает это вот религиозное духовенство Ирана. Ну да, да. Просто я думаю, что если что-то будет, скажем так, вот такое, как в апреле, только массовое, да, чтобы и вправду истощить систему ПВО, и что-то долетит, и будут потери среди мирных жителей, то эскалация резко пойдет вверх. Ну, я не уверен, что нынешнему иранскому руководству это сильно нужно. Вот, есть сомнения по этому поводу, что они готовы, по крайней мере, к такой большой полномасштабной войне с Израилем. Ну да, нет. В общем-то, как мы видим, Иран полностью устраивает гибридная война чужими руками, да, поэтому там напрямую вписываться они не хотят, учитывая все риски. Вот. Но, как бы, опять же, этого, наверное, тоже исключать нельзя. Вот. То есть, может быть, действительно будет эскалация со стороны Хизбаллы, Хамаса, вот этих всех структур. Может быть, все-таки со стороны, да, самого Ирана. Ты упомянул, что при новом президенте Ирана отношения с Азербайджаном могут наладиться, поскольку он вроде как этнический азербайджанец, хотя было сначала информация, что он курд, вот, потом, что азербайджанец, и все-таки, видимо, да, он азербайджанец. Но насколько у него развита вот эта, ну в реальности имеется в виду, азербайджанская идентичность, и насколько вообще это будет сейчас влиять хоть на что-то, с учетом того, что Аятолла Хаминеи тоже этнический азербайджанец, но это никак не отражалось на ирано-азербайджанских отношениях, а какое-то вот это противостояние, то есть вот это противостояние, которое есть, оно ведь носит во многом идеологический характер, поскольку в Иране значительная часть населения это азербайджанцы. И Азербайджан, как такое светское, национальное, сильное государство, это по сути альтернативный путь развития страны от Ирана, который пошел по такому радикальному пути. Ну, Да, то есть у них есть идеологические разногласия. И
насколько здесь возможно какое-то взаимодействие и такое планомерное, скажем так, долгосрочный мир? Ну и геополитические противоречия очевидны, да, Конечно. потому что и Турция, и Иран, в общем-то, конкурируют в этом большом мусульманском мире за влияние. Поэтому я не думаю, что будет какая-то прям очень серьезная разрядка в отношениях и мир, дружба, жвачка. Но мы видим, что там действительно одни из первых решений Пезешкиана, вот именно во внутрииранской политике, связаны там с либерализацией в отношении как раз вот азербайджанского меньшинства. Вот, поэтому, может быть... Пытается голоса таким образом Может купить и быть, как-то задобрить? Может быть, да, но это просто после выборов случилось. Окей, Да. задобрить тогда, там нужна лояльность. Это правда. Поэтому, может быть, как бы там определенные реверансы в отношении как бы Турции, Азербайджана со стороны Ирана мы увидим. Но опять же, здесь как бы много факторов будет играть роль, да, и там кто победит на выборах в Соединенных Штатах, как там будет турецко-азербайджанское лобби работать. Опять же, что будет делать Трамп в отношении Ирана, что тоже, как бы, на самом деле, на мой взгляд, не очевидно. Мы помним Трампа на первом сроке, да, где у него была такая очень жесткая антииранская повестка, да, и выход из иранской ядерной сделки, введение жесточайших санкций, борьба вот это вот с танкерами иранскими и все остальное. Он уничтожил Сулеймани. Сулеймани в январе 2020 года, действительно, так оно и есть. Вот. Но сейчас, как мы видим, да, Трамп пытается тоже играть на поле такого миротворца и обещает тоже о чем-то с Ираном договориться. Получится или нет, это большой вопрос, особенно учитывая последние вбросы, потому что как бы Иран якобы готовил покушение на Трампа. Вот. Но я вполне допускаю, что как бы все-таки определенные попытки устроить переговорный трек не только с нами по Украине, но и там условно Аврамово соглашение восстановить, монархии залива, Катар, Иран и Израиль, что-нибудь такое устроить со стороны Трампа, мы, может быть, тоже увидим. Не факт, что получится, вот, но первое время я думаю, что у него будут определенные попытки вот в этом направлении работать, ну а потом как бы уже как получится. Ну, у него остаются и антииранские заявления, то есть они никуда Это не правда. уходят. Завершая этот блок, поддержка Армении со стороны Ирана продолжится? Ну, я думаю, что в интересах Ирана в любом случае хеджировать свои риски, поэтому работать со всеми странами, у которых есть те или иные противоречия с Турцией и Азербайджаном. Это и Армения, это очевидно, и в Грузии, где тоже там, ну, понятно, и турецкое, и иранское лобби работает. Ну, так что здесь, я думаю, что ничего не поменяется. Другое дело, что Запад же плотно зашел в Армению, поэтому я не уверен, что как бы пространство для маневра сейчас для Ирана такое уж большое. Там, конкурируя с теми же французами, ну, наверное, можно, да, но как бы вот уже французы сами хотят свои вооружения поставлять. То есть, возможно, там Иран планировал как бы иранские в Армению поставить, но это уже не будет. Перенесемся на Дальний Восток, Мгм. точнее на Юго-Восток. Мгм. Китай, Тайвань. Каков твой прогноз? Будет ли там война? Что ждать от нового правительства Тайваня? И каким будет Китай? Я понимаю, что это не совсем твоя тематика, но Ну все да. равно это как бы такие смежные вещи. Что ждать от Китая? Это новая сверхдержава? Какой она будет? Сможет ли она начать доминировать в мире? Ну и так далее. Ну, как раз сейчас же не так давно прошел там очередной пленум по экономике в Китае, да, и там снова было озвучено о тех проблемах, которые сейчас есть у Китайской Народной Республики. С одной стороны, действительно, Китай там развивается бурными темпами, с этим никто не спорит, но есть определенные проблемы у них, да, и экономический рост замедляется, и очень серьезные проблемы связаны с демографией, с просто там, число новорожденных падает из года в год на большой процент, ну и так далее. Вот. Но будут пытаться они как-то перестраивать экономику в новых реалиях. Вот. Ну и, конечно, конфронтация с Соединенными Штатами. Там хоть как бы многие говорят о том, что американские санкции ни на что не влияют, но тем не менее как бы на что-то они влияют. Да? И там в определенных таких серьезных, важных сейчас секторах экономики, вроде полупроводников, они действительно сдерживают рост Китайской Народной Республики. Что касается Тайваня, здесь я думаю, что мы будем наблюдать такую медленную эскалацию дальше. Вот один из последних сюжетов связан с тем, что американцы поставляют вот эти свои новые ракеты средней дальности на Филиппины, будут там размещать. Вот. Ну и, конечно, эти бесконечные тренировки и учения с участием американских сил и тайваньской армии. Вот. При Трампе, я думаю, это все продолжится, будут и поставки оружия. При этом вероятность горячего конфликта, на мой взгляд, не очень высока. Вот. Хотя как бы об этом очень много истерики сейчас мы слышим на Западе, о том, что вот еще чуть-чуть и будет война. Да? Но я думаю, что как бы это не в интересах ни США, ни Китая. Учитывая, что от Тайваня много зависит, да, и там 60% мирового рынка полупроводников, да, это будет крах мировой экономики, если случится. Поэтому ну, Китай будет как бы усиливать военное давление так, чтобы там, рано или поздно решить вопрос Тайваня, ну, условно говоря, крымским сценарием, вот, в тот момент, когда, может быть, у Америки какие-то внутренние проблемы обострятся.
Американцы пытаются как бы этому противопоставить свою стратегию, то, что они называют Porcupine Strategy, то есть это стратегия дикобраза, когда там очень много вооружений поставить Тайваню, чтобы вот было его несподручно, так сказать, военным образом захватывать. Вот. Но, Слишком велики, чтобы были издержки. да, издержки. Да. Ну, поэтому как бы и китайцы, на мой взгляд, они хотят именно того, чтобы вот, как бы, их там встретили с цветами, скажем так. Это реалистично? Ну, ты знаешь, как бы все же в мире меняется, поэтому... Ну да, Гоминьдан был когда-то такой антикоммунистической Ну. силой. Сейчас они стали намного более мягкими по отношению к Ну да. материковому Китаю. Ну, учитывая, что они просто как бы и получают финансирование из Китая, поэтому тут как бы кто финансирует, тот как бы понятно. и заказывает музыку. Ну да, то есть как бы на Гоминьдан ставка никуда не ушла, и может быть на следующих выборах они победят. Вот, плюс я думаю, что большинство тайваньцев тоже не хотят никакой войны. Но прямо сейчас действительно они надеются на то, что как бы у нас за спиной есть Америка могучая, да, которая нас защитит. Если у Америки обострятся внутренние проблемы там, с расколом, с экономическими какими-то невзгодами, долговым кризисом и так далее, то есть Америке придется меньше внимания уделять Азии, но тогда Тайваню придется всерьез договариваться с Китаем. Ну и в конце предлагаю немножко поговорить, скажем так, о твоем профессиональном пути в том плане, насколько он развивался, насколько ты менялся как эксперт, как обозреватель. Я когда готовил это интервью, я собирал вопросы, Так. в том числе от твоих подписчиков. Так. Да, часть из них просто мои подписчики, да, я сказал, что буду с тобой общаться. Ага. И я обобщу несколько вопросов в один, Хорошо. как бы, да, с общим вектором. Что когда ты начинал вести свой канал и вообще начинал выступать, там, условно говоря, 6, 7, 8 лет назад, Да. твой взгляд можно было бы назвать как такой условно праволиберальный. Ну да. Вот. И ты такой вот как бы русский трампист, Малик Дудаков. Вот. Но сейчас это изменилось, причем довольно как бы резко. Так. Ты ушел в такой больше традиционализм. И взгляд на Трампа, соответственно, изменился, да, то есть ты уже более критичен по отношению к нему. Это обусловлено конъюнктурой или это искреннее изменение твоих взглядов? Слушай, ну, ты знаешь, я, честно говоря, вот с такой позицией не до конца согласен. То есть, там, безусловно, у меня определенная эволюция взглядов была. Вот, но я как бы вспомню первую каденцию Трампа, там, очень активно его в 2017 году критиковал, в 2018, там, например, за то, что он не смог миграционную реформу провести. Поэтому нет, как бы там, безусловно, я считаю, вот, если мы исходим из интересов Соединенных Штатов и американского общества, да, что там для них выгоднее, чем там какой-нибудь системный республиканец, не говоря уже про демократов, да, вот, но как бы это не значит, что его не нужно критиковать за все, что он там не сделал. Он не сделал многое, вот, и если он победит и переизберется на второй срок, он снова многое не сделает, поэтому как бы, ну, я стараюсь все-таки в своем телеграм-канале, там, хоть и у меня есть своя позиция, да, но подходить более взвешенно. Как бы не только демократов критиковать, которых там, я не люблю по самым разным причинам, но и республиканцев, потому что как бы, есть, в общем-то, за что их критиковать. Ну а что касается как бы, моих взглядов, таких, ну, условно говоря, правых или праволиберальных, или там, как угодно их называть, ну, в принципе, как бы я как их придерживался 8 лет назад, так я их придерживаюсь сейчас. Они не изменились. Ну, нет, эволюция определенная есть, там, я, наверное, в большей степени был таким... Либертарианцем. Да. То есть сейчас, на мой взгляд, все-таки я более прагматично подхожу ко многим вопросам, связанным с экономикой. Да, там, не являюсь вот таким вот сторонником догматического свободного рынка. Вот, хотя все равно как бы считаю, что, безусловно, там, дерегулирование экономики, низкие налоги это в плюс. Вот, поэтому определенная эволюция есть, но там, я бы не сказал, что там, я как-то прям резко свои взгляды поменял. Слева направо, справа налево. И последний вопрос. Твоя деятельность, да, она как-то отражается на твоей личной жизни? Ну, да, я имею в виду, что у многих людей как бы происходит такая профессиональная деформация, да? То есть, у политологов в том числе, да, то есть ты на все начинаешь, я по себе просто иногда это замечаю, ты на все начинаешь смотреть через через призму международных событий, ты приводишь это постоянно в пример в разговоре с друзьями, ты домой это все приносишь, да, как бы не всегда близкие этому рады. Вот у тебя это произошло или нет? Слушай, ну когда-то это у меня было, действительно, да, то есть у меня, я даже ощущал то, что слишком много политики, ну, вообще вот
вокруг меня и слишком много вот этой политической повестки. Потом я начал стараться все-таки отгораживать политику и личную жизнь, так, чтобы, ну, там, условно говоря, не постоянно быть вот в этом безумном информационном фоне. То есть, когда у меня есть, условно говоря, рабочее время, я этим занимаюсь там, в той или иной степени. Вот, но вот в один момент там, стараюсь отключиться от этого, да, и заниматься какими-то другими делами. Там, погулять, я не знаю, что-то еще поделать, там, с кем-то пообщаться, или, может быть, даже книжку почитать. Да? То есть, как бы, нужно всегда отключаться. Вот. Потому что профессиональная деформация, действительно, это плохо. Вот. И когда ты находишься постоянно вот в каком-то одном ключе и никак не меняешься, это действительно, наверное, не очень позитивно влияет на твое будущее, как и просто человека, на твою психологию. Поэтому нужно быть все-таки, конечно, пытаться быть разносторонним человеком. Да, и поэтому хоть действительно там, у меня много и, там, в моей карьере, и вот в моем хобби в плане американистики завязано как бы на политическую повестку, я стараюсь все-таки сейчас это ограничивать. Когда-то у меня это не получалось. Действительно, это было, как ты сказал, профессиональная деформация. Сейчас мне стало как-то вот проще это решать. Надеюсь, было в достаточной мере токсично. Спасибо за Да. разговор.